Паша иногда храпит, но так. Ну, не тяжело было. Кормят, все есть, в принципе. Вот это вы стали там мибрами. Всем привет, с вами Драмер. У нас пару дней назад наш КС-состав заехал на буткэмп. И, собственно, мы приехали немножко вас познакомить с ним и поснимать ребят. А заодно показать небольшую экскурсию по нашему дому в очередной раз, кто не видел. Поехали? У нас тут дом где-то размером метров 400 квадратных. Вот, собственно, передо мной это чудо. И ребята сидят, вы не поверите, в подвале. Но об этом чуть попозже. Сейчас зайдем внутрь, я покажу, что и как. Так, ну, собственно, мы зашли в дом. С чего начать, даже не знаю. Но давайте сразу покажу вам нашу стену славы. Тут у нас ребята, которые выигрывали разные клевые кубки. Может быть, вы даже кого-то узнаете. Тут и кейсеры, и дотеры, и лолеры, и даже один чемпион мира по плаванию. Собственно, кухня. Здесь все едят и пьют чай. Могу даже показать, чем питаются киберспортсмены. Киберспортсмены питаются молоком, йогуртами, клевым компотиком. Тут еще какие-то яйца. Морозилки, что морозилки, я понятия не имею, что там. В морозилке куча мяса. Курица и мороженое. Тут просто Кибакин не доел свое мороженое. Так, второй холодильник. А то потом скажете, что я что-то не показал. Гречка, сметана, сосиски. Короче, никаких чипсов, никаких газировок. Ну и там тоже куча мяса. Лень, привет. Поймали тебя на буткемпе долгожданном. Расскажи, насколько приехали и вообще чем занимаетесь тут? Привет, Гош. Мы приехали на 8 дней. У нас будет 7 игровых, 1 выходной. Приехали, думаю, подготовиться полностью к мажору. Рабочая атмосфера в команде, все хорошо. Были такие достаточно серьезные изменения в составе за последнее время. Как ты думаешь, насколько команда уже нашла свою игру и насколько процесс перестройки завершен? Ну, игра уже была найдена еще до буткемпа, как играть, мы поняли. Сейчас нужно подготовиться уже полностью. Мы набираем форму на буткемпе после отдыха. В общем, все отлично. Да, все хорошо. Сейчас атмосфера рабочая. Все. Супер. У ребят сейчас идет прак, они сейчас играют, поэтому мы их поснимаем чуть попозже, но сейчас, вот прямо сейчас, можно издали чуть-чуть подснять. Вот они там сидят и играют. Всем привет еще раз. Рядом со мной теперь сидит Краш, Игорь. Игорь, привет. Как тебе на буткемпе? Это уже, по-моему, второй буткемп, если я не ошибаюсь, в составе Веги. Да, второй буткемп, и да, все хорошо пока начинается. Ну, первый буткемп тоже довольно хорошо прошел. Тут кормят, все есть, в принципе, все хорошо. Есть какие-то вот прям кардинальные изменения, кардинальные какие-то отличия от твоей предыдущей команды просто? Но есть отличия, но в плане игровом небольшие отличия. Ну, как небольшие, просто, мне поначалу казались большие, но на самом деле это не такие же большие отличия. Ну, просто в игровом плане. Да так, в принципе, я не знаю, вся та же игра, все так же. Не, ну тут я хотел именно спросить именно в бытовом плане. Там кто-то дико храпит, или кто-то там ест за троих, что-то снимает, кто-то там пьяный под утро постоянно приходит. Ну, такие какие-то вещи есть, которых не было. Да нет, я не знаю, может кто-то храпит, но я как-то не замечаю этого. А так, не знаю, нету каких-то таких вещей, то, что там дискомфорт вызывает. То есть в целом все то же самое. Так, мы вернулись обратно в коридор. Склейка. Идем на второй этаж. Здесь люди спят. Так как они все играют, они никогда не узнают, что я заходил к ним в спальню. Давайте посмотрим, как выглядит ночлег киберспортсменов. Ну, на самом деле, здесь все очень аккуратно. Ну, только кровати по-армейски не застилывают, но, в принципе,
Вот такая спальня. На самом деле здесь 3 спальни с такими вот 3 кроватями двухэтажными. Но вот такой полной загрузки, во вторую, наверное, не пойдем. Здесь у нас офицерская каюта. Тут вот я живу пока. Здесь только 2 кровати. Паш, привет. Настала твоя очередь отвечать на вопросы за команду. Расскажи про буткэмп. Вы заехали буквально недавно и буквально, если я не ошибаюсь, на неделю. Почему так мало? Ну, мало так, потому что, чтобы не перегореть, потому что иногда, когда сидишь, там, месяц, там, не знаю, недели 2, уже просто уже устаешь друг от друга и только может навредить. Там и атмосфере уже хочется как бы побыстрее свалить, отдохнуть друг от друга. Ну и турнир, я так понимаю, длинный у вас будет. Ну да, и турнир там чуть ли не на месяц. Мы так хотим, чтобы он шел у нас месяц. Вот. Ну, не знаю, собрались, чтобы подтянуть свою игру, набрать хорошую форму, там устранить некие недочеты в тактическом плане, наладить коммуникацию. В общем, как-то так. Сейчас был такой официальный общий отпуск у всех игроков в начале августа, в конце июля, начале августа, когда все топовые игроки уезжали. Ты тоже присоединился к числу отдыхающих. Да, мы все присоединились. Мы все команды отдыхали, как будто я один. Не, ну в том плане, что ты, по-моему, единственный, кто ездил куда-то. Прям. Нет, Лёня ездил. А, Лёня тоже ездил? Да, в Таиланд он ездил. Он просто так тихо, это не фоточки. Да, фоточки, короче, не палит. Да, он выкладывал там в историю, что-то там было такое. Понятно. Ну, в общем, как отдохнул? Вопрос не об этом, как отдохнул? Ну, отдохнул хорошо, супер. Последние дни уже по КСу соскучился там. Все смотрел в телефон, смотрел, что происходит. Там на пляже там Wi-Fi ловил у нас. Так что я мог стримчики включить. В последние дни, да, прям вообще супер мотивирован был. Ну, на год хватит? Хватит. До следующего отпуска? Хватит. Отлично. Пойдемте вниз, собственно, в нашу главную мекку киберспорта. MSI. Много MSI. MSI — это хорошо. Тут у нас бассейн. Собственно, еще одна рекреационная зона. Бассейн, сауна. Кстати, могу сказать, что ребята из КС-состава чуть ли не единственные, кто пользуются благами цивилизации. Бывает там раз в недельку ныряют после парилки. Антон, привет. Привет. Опять мы с тобой делаем интервью небольшое. На этот раз буткэмпа. Как тебе обстановка? Вы заехали буквально пару дней назад, но, может, уже что-то успел оценить? Что? Мы уже, не знаю, заехали немного. В первый день мы особо ничего не делали. Пожарили сосиски, покушали, провели такой тимбилдинг. Во второй день уже начали тренироваться. И все по стандарту, как обычно. Если я не ошибаюсь, это уже второй буткэмп для тебя в Веге. Есть какие-то кардинальные отличия в команде, в отличие от твоих предыдущих коллективов? Не в игре, а именно бытовые. Кто-то там храпит, кто-то еще что-нибудь делает нехорошее. Ну, короче, всех можешь сдавать сейчас. Ну, Паша иногда храпит, ну так, иногда, изредка. А так вот у меня есть с собой беруши, я уже как бы приготовился после первого буткемпа, так что все нормально вроде. Ну, то есть в целом все как обычно. Ну да. Собственно, вот наша большая игровая. Здесь может сидеть большой состав. Обычно здесь сидят лолеры, вот можете обратить внимание. После них осталась большая карта по доте. Это дотовская карта, причем предыдущего патча. Какие-то надписи вот именно про лол уже. Ну а здесь столы, стулья и компьютеры от MSI. Все круто. Дим, привет. Привет, Гоша. На буткемпе остался последний, неопрошенный. Дим, расскажи, как это ехать 30 часов на поезде, чтобы приехать к любимой команде? Да, в принципе, нормально, не знаю. Мне на поезде намного легче ехать, чем на самолете, потому что у меня, получается, дорога может там на часов, 6-7
быстрее на самолете, но оно изматывает так, что мне легче там на поезде 20 часов поехать. Ну, то есть, получается, тебе из Барыши, если лететь на самолете, ты все равно должен сесть на поезд до Киева, посидеть, подождать полдня, потом долететь с пересадкой через Минск в Москву, Ну да. либо просто сесть на один поезд и доехать, долго, но зато на одном поезде. Да, без пересадок, без ничего, на поезде намного легче. А так ты, опять же, если в Киев, там надо либо вечером, либо с самого утра, опять ты не досыпаешь ничего, и в Киеве ждешь с утра, нечем там заняться. И пересадки опять эти там через Минск, все так изматывает, что, мне лично намного легче там сесть просто, там послушать музыку, либо в телефоне покопаться, там спокойно доехать. Буткемп у вас такой достаточно коротенький, неделька, но напряженный. Какие вообще основные цели ты как капитан ставишь за вот эти 7 дней? Чего в первую очередь не хватает пока что? Да, набрать игровую форму в первую очередь, чтобы мы намного меньше ошибались, как игроки, как команда, и вспомнить все, скажем так, какие-то раунды, наработки и полностью, скажем так, еще раз пройти, чтобы во время чемпа не забывать это. То есть в целом у вас фундамент построен за это время, а сюда уже приехали так шлифовать. Да, в принципе, такие есть. Что-то добавлять, в принципе, не знаю, может минимум какие-то там расклады добавить, какие-то фишки, может раунды, что-то по минимуму. А так какая-то база есть. И будем стараться просто максимум ее отработать. Артем, привет, вытащил тебя во время тренировки буквально, там ребята остались без тренера. Пару-тройку вопросов тебе задам. Почему такой короткий буткэмп в первую очередь? Потому что вот большинство наших зрителей, наверное, будет это волновать. Самый главный старт в сезоне, почему не 2 месяца каторжных работ, почему буквально 8-9 дней до турнира? Привет, всем привет. Да, ответ на самом деле простой. Трениться же можно не только на базе. Собственно, мы по интернету тренились, наверное, 2 месяца безвылазно. У нас плотный был график. Потом был отпуск у всех команд. Собственно, поэтому нормальных игр было сложно найти. Мы тоже отдохнули. И прямо перед буткэмпом решили засесть вот на эту как раз неделю. График у нас еще более плотный, чем по интернету был. Вот. Я вот ребят спрашивал поодиночке, как они оценивают прогресс за последние 3 месяца, вот с того момента, как команда претерпела некие изменения, как вот по 5-бальной системе ты оцениваешь прогресс? Именно не то, что сейчас представляет, да, а вот именно то, что было, и то, что есть по 5-бальной. Да, сложный вопрос, погоди, я что-то не понял. Прогресс есть, но всегда хочется, чтобы было немного больше и быстрее, чем он есть по факту. Поэтому, я не знаю, 4, может быть, с минусиком. То есть ты считаешь, что все на правильном пути, все на своих рельсах стоит? Да, то есть мы не стоим на месте, мы движемся вперед, но, как я уже сказал, всегда хочется, чтобы было чуть лучше. Вы отправляетесь 3 числа в Лондон, а игры когда у вас начинаются? Через день, то есть мы прилетаем предоставлены сами себе, на следующий день у нас будет медиа-день, мы после медиа сразу пойдем в праг-зону, посидим там, сколько получится, я думаю, в принципе, весь вечер на это и уйдет. И уже 5 числа, насколько я помню, начинаются игры. Ладно, спасибо тебе большое, я не буду тебя отвлекать, потому что реально сейчас идет тренировка, команда там, да, стреляется на карте Инферно, если я не ошибаюсь. Всем пока. Пока.